Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same. Привет, пестеры, с вами Морж. Пятница у нас на календаре, 2 декабря, значит самое время открывать эпиков. Тем более эпики у нас с Big Time картой, вот эти новый вид карт, которых нам завезли, собственно, наши любимые господа из Konami, и можно поймать Big Time карту Ромарио. Я думаю, она, ребят, на самом деле того стоит. Итак, что хочется сказать здесь по игрокам. Ромарио будет качаться до 98, с сыгранностью будет 100. У него просто потрясающее умение атаковать на максимальном уровне. Там просто реально космос. У него умение атаковать практически такое же, как у него общий рейтинг. То есть, как вы помните, в 21 части для нас это было важно. По навыкам все тоже более-менее. Единственное, мне эластика не совсем нравится. Дальше у нас Кафу. 95 на максимальной прокачке. 98 будет иметь с сыгранностью, потрясающая скорость и ускорение и дичайшая выносливость. Вот это у него можно отмечать. Причем у него еще оказался навык суперзамена. Вот такой вот правый защитник с навыком суперзамена. Ну и Бибета, наверное, не самая интересная эпик-карточка здесь. 94 на максимальной прокачке, 97 будет с сыгранностью, стиль отвлекающий. И, конечно, он больше завершитель. Да, в пас он будет тоже кое-что уметь, но он больше заточен на умение атаковать и завершение. В принципе, Бибета мне нравится тем, что у него, ну, по крайней мере, у легендарной карточки было офигительное празднование, там, где он так ребенка укачивал. Золото, как вы видите, до хренища. Наверное, попыток 50 я сделаю. Ну и, конечно, надеюсь, что мне выпадет Ромарио. Да, как обычно, ссылки в описании и закрепленном комментарии на мой телеграм, где я публикую новости, интересные сравнения, интересные какие-то наблюдения. Там же ссылка на мою личку в телеграме. Если тебе нужно задонатить на Android с российской карты, как я понимаю, у меня сейчас лучшие цены на рынке, так что обращайся, сделаем все по высшему разряду. Ну а у меня тем временем пакцы крутятся. Причем у этого Ромарио, как я понимаю, должно быть монументальное празднование. Konami это назвали так, я бы назвал это просто каким-нибудь, не знаю, индивидуальным празднованием, вот, ну, я бы, по крайней мере, какие-то такие слова использовал, вот, ну, у Konami все то монументальное, то ошеломительное, то еще что-то. Единственное, что мне не нравится в этих карточках Big Time, то есть они вот как-то представили новый тип карт, да, а вот если просто задать вопрос какому-нибудь менеджеру Konami и спросить, а чем отличается Big Time карта от эпика? А мне кажется, он не найдет на что ответить. Да, возможно, он начнет кота за хвост тянуть, что вот, карта Big Time посвящена определенному матчу, вот, 13 числа 94 года, на ней прописано, где Ромарио себя супер-мега показал, и поэтому вот именно для матча. Хорошо, посвящена на матчу, а отличается-то чем? Я вот на что намекаю просто. Смотрите, у нас легендарные карты и эпичные карты всегда находятся на форме Б. Типа, они провели хороший сезон, поэтому у них всегда форма Б. Так, внимание, вопрос. Почему? Если игрок просто хорошо отыграл и попал в команду недели, он становится на форму А Big Time карта, которая дорогая, которую хрен поймаешь, которая приурочена к матчу, где игрок показал что-то монументальное, что-то ошеломительное, почему она не с формы А? Ну вот просто банальный вопрос. Но ведь это же логично было бы. Ну это было бы абсолютно логично, как, кстати, и иконы в прошлой части, они тоже были посвящены определенному матчу, где игрок показал себя охренительно. Так почему они не на форме А? Это не сломало бы игровой баланс, но это бы добавило ребятам, которые ловят их, ну, какого-то кайфа от игры этими игроками. То есть, чтобы эти игроки вообще постоянно были на классных стрелках. И, по-моему, это вполне логично, по-моему, это вполне так и должно быть. Но у Konami, как вы знаете, свой взгляд на вещи и свой взгляд на рейтинги игроков. Я сейчас слегка недоволен, что такие дикие команды недели выходят, на самом деле. Ну, то есть, у нас нет какого-то разделения, да, между картами, что вот команда недели крутые, а, допустим, эпики еще круче. У нас, ну, многие эпики просто на уровне игроков из команды недели, и вот немножко теряется сам смысл. Нет, я не говорю, что должен быть нагиб за бабло. Такого не должно быть, конечно же. Нельзя за деньги покупать победу. Но все-таки это легендарные игроки прошлого, ну, наверное, они должны быть, ну, чуть лучше, чем те, которые хорошо выступили просто на неделе и попали в команду недели. Но я бы, по крайней мере, делал так. Да, не критически лучше, там,
не так, чтобы условный игрок из команды недели был 90, а эпик 100. Но какой-то баланс все же надо сохранять. Но у меня такое ощущение, что в Konami этим занимаются разные люди в разных отделах, и эти отделы между собой просто не разговаривают. Ладно, вернемся к нашим баранам, а точнее говоря, нашим бразильцам. Видите, и то на Б, так сказать. В общем, по Бибето вряд ли я жду от него чего-то прям супер-мега замечательного. Его карточка была достаточно приятная в виде легендарной, иконик карточки у нас его не было в 21-й, но в основные составы он, конечно же, не попадал, то есть, да, за него было приятно играть, было прикольно, что у него своеобразное празднование, это все было здорово, но не более того. А вот Ромарио меня удивил именно в 22-й части, ну а сейчас уже в 23-й. Обычная легендарная карточка и иконик, легендарная карточка, они практически одинаковые, ну вы поняли, вот это с обычным фоном и с розоватым фоном. Так вот прокачал я его, вот вроде все у него на месте, все нормально по статам, но какого-то вау-эффекта, глядя просто на карточку, я не испытывал. Блин, ребята, господи, ну какой же он охрененный в игре, я вам говорю. Я потом разговаривал с людьми, которые играют и на ПК-консолях, которые играют на мобилках. Просто на ПК-консолях Ромарио можно было поймать на старте игры, там у них давали, по-моему, 5 паков с легендами, и в том числе там можно было поймать Ромарио. Вот те, кто поймал, ну максимально просто... классные отзывы о нем. Сам покатал на мобилке, к сожалению, на ПКшке у меня его нет. На мобилке, да просто зверь. Он открывается как не в себя. У него вроде бы стиль лис у ворота, играет он как охотник. Причем он очень классно забегает. У него дичайшее умение атаковать. У него класснейшая реализация. Да, 169 сантиметров. Ну, далеко не богатырь, мягко говоря. Да, отсутствует корпус. Но на какой-то своей просто волшебной ловкости он просачивается между защитниками, забивает. Короче, карта реально крутейшая просто. Я не знаю, вот мне она прям... Нихера себе! Вот что называется, вот хвали Ромарио и придет тебе Ромарио. Я знаю, что оранжевая заставка здесь неспроста. Ну что ж, первый... легендарный игрок за сегодня и сразу же бигтайм Ромарио я забираю. Сколько я паков открыл? Я даже, если честно, не считал. То есть ни Кафу, ни Бибета, а именно Ромарио. Вот так вот хвалю пацана. Пацан приходит. Эх, почаще бы так. На самом деле я готов хвалить всех футболистов. Карточка, да, смотрится сочно и в принципе она выглядит, она радует взгляд. Но тут я прям доволен. 87 он у нас на первом уровне, 25 уровней прокачки, 31 пак мне понадобилось, чтобы его поймать. Я планировал открыть 50. Ну что ж, Влаха мне еще выпал, да, Гнабри, Ларис 5-звездочные выпали за это количество паков. Ну, улов супер топ. Я думал реально, что он у меня выпадет последним нахрен. То есть я думал, вот паков 50 открою на запись, и потом все равно придется это открывать до конца, чтобы выловить нашего Ромарио. А на тебе, первый и всего лишь 31 пак, супер. Короче, реально он на максимальной прокачке, а если еще с сыгранностью смотреть, у него умение атаковать при его рейтинге 100 там получается 97 или 98. Это просто что-то космическое. Это вот как было в 21 части. Единственное, меня немножечко смущает его физическая форма, которая обычная, а нестабильная. Ну, наверное, для таких карточек нужно все-таки, ну, стабильную форму рисовать, постоянную форму А рисовать. Но это Konami, и, конечно, они в некоторых моментах меня не очень радуют. Что ж, пиши, открывал ли ты этот пак, поймал ли ты бигтайм Ромарио. Ну а я тебя с удовольствием поздравлю, если тебе повезло. На этом прощаюсь, ребят. Как всегда, Морж, как всегда, пока-пока.